Представь себе, что ты один из самых талантливых разработчиков игр на планете. Ты работаешь в студии, которая считается самой авторитетной в мире. Тебя ценят и уважают, с твоим мнением считаются и полагаются на твои решения. Ты один из главных разработчиков игры, которая стала самой прибыльной в истории человечества. И вдруг, в один прекрасный день, возвращаясь в офис, ты обнаруживаешь, что твой пропуск недействителен, а тебе говорят, что ты здесь больше не работаешь. Все это случилось с одним из разработчиков GTA 5. Он был уволен из Rockstar Games, потому что не хотел идти на поводу у издателя. Сегодня я расскажу тебе, как это произошло и как успех одной из самых уважаемых студий стал ее проклятием. Это история о предательстве, борьбе за творчество, погоне за деньгами и о том, как одна игра может изменить все. Меня зовут Марина, и в этом видео вы узнаете, как крупная издательская компания убивает самую успешную игровую студию, как один человек разрушил наследие, которое строилось десятилетиями, и почему GTA 6 будет не той игрой, которую ты ждешь. Добро пожаловать на студию. Нам есть что рассказать. Rockstar Games — это компания, которая создала самый успешный коммерческий медиапродукт. И есть такие ребята, которые стоят во главе. Издательская компания Take-Two. И чтобы понять, почему вторые так негативно влияют на работу великой студии, нам потребуется вникнуть в то, что происходило очень и очень давно, когда я еще пешком под стол ходила. Мы не будем грузить вас инфой про успешный успех GTA, вы это можете найти на других каналах. Здесь мы будем рассказывать про то, что вы, скорее всего, еще не слышали. Знакомьтесь, это Джеральдина Моффат, актриса британского кино и телевидения. Она начала актерскую карьеру в 60-х, снялась во множестве сериалов, в 2 фильмах, один из которых считается культовым, а закончила свою карьеру в 70-м. И по сути дела, это довольно короткая карьера. У нас вон на телевидении люди по 10 лет студентов играют, а про пост президента я вообще молчу. В какой-то момент ее карьера идет на спад. Она выходит замуж и решает посвятить себя семье. Ее муж тоже из творческой среды. Музыкант, держатель известного на тот момент джазового клуба. И крутился он также среди известных и популярных людей. Они женятся. В 1971 году у них рождается первый ребенок, а еще через 2 года второй. Главу семейства зовут Уолтер Хаузер, а детей, соответственно, Сэм и Дэн Хаузеры. Каждый ребенок хочет превзойти своих родителей. Но когда ты рождаешься в такой семье, то эта задачка становится уже повышенной сложности. Но вы-то уже знаете, что у них это получится. Но сейчас не об этом. Джеральдин, естественно, начала прививать своим детям любовь к кино. Например, Сэма тянула на фильмы про гангстеров. Причем, чем хуже, тем лучше. Родители своим чадам ни в чем не отказывали. Благо, финансы им в этом позволяли. Сэм всегда получал самые новые игровые приставки, а пока он рос, происходила целая игровая революция. При этом младший брат Дэн не сильно любил игры, потому что его как раз-таки тянуло больше к литературе и процессу создания истории. И это очень важная деталь, потому что Сэм буквально заставлял своего младшего брата играть с ним. В одном из своих интервью Сэм как-то признался, что однажды он отравил своего младшего брата Дэна ягодами, и того пришлось везти в больницу. Этот абьюз в семье Хаузеров прекратился только в тот момент, когда Дэн в драке с Сэмом сломал ему руку. Однако в любимой игре Сэма ему не требовался младший брат. Это была Элит, и в ней Сэм был капитаном пиратского космического корабля и занимался мародерством. Чувствуете, чем пахнет, да? Старший из Хаузеров буквально упивается свободой. Он, наконец, становится похожим на тех гангстеров, которых он видел в детстве и которыми он так восхищался. Конечно, у игр того времени была не настолько впечатляющая графика, как сейчас, но тогда они цепляли своими механиками и идеями, переносили игроков в свой мир. Важно отметить, что Хаузеры уже в школе проявляли свой бунтарский характер. Конечно, все было четенько. Белые рубашки, черные пиджаки с гербом элитной школы. Все с иголочки. Но при этом Сэм, например, носил брюки с ботинками, в то время как все остальные носили туфли. Ему было скучно жить по правилам. Он уже тогда хотел быть рок-звездой и уезжал на Роллс-Ройсе, пока его брат Дэн поглощал русскую литературу. Но их объединяло кое-что другое. Хип-хоп. Белый еврейский юноша с Лонг-Айленда и черный паренек из Квинса создали лейбл Def Jam. Они просто гремели среди молодежи в те годы и продвигали музыку восточного побережья самым необычным на тот момент способом — сарафанное радио. Дешево и сердито. Они продвигались через улицы, лепили наклейки с информацией о лейбле и артистах, устраивали вечеринки и продумывали перформансы. И в этом было главное отличие от крупных лейблов. Они буквально насаждали популярную музыку, продвигая их через рекламу по ТВ и билбордах. И вот такой вот необычный подход со стороны
Def Jam в продвижении музыки, продвижении артистов, как раз таки зацепил Дэна и Сэма Хаузеров. Такой образ жизни полностью захватил их умы. Сэм приходил со школы домой полностью выглаженный и переодевался в рэпера дома. Ему было плевать на моду, ему нравилось быть частью тех задротов, которые совершают революцию. Вы просто представьте себе, ты подросток, которого возят на Роллс-Ройсе, дома живешь как ты хочешь, и никто тебе не указ, кроме мамы, которая тебя заругает. И вот в такой образ жизни вклинивается идеология андеграунда. После этого тебя твой отец везет на 18-й день рождения в Нью-Йорк. Эпицентр всего того, что тебе нравится. Тут ты начинаешь видеть проституток на Таймс-сквере, хмурых пешеходов, вечно сигналящее желтое такси и небоскребы, на фоне которых ты чувствуешь себя буквально букашкой. Но Сэма это только раззадорило. Он мечтал стать частью всего этого. Однако отец решил выдернуть сына с улиц грязного Нью-Йорка и заставил сидеть на обеде со своим другом. Естественно, из-за такого контраста Сэм не выдерживает и дерзит другу своего отца. А тот не только не обижается, он дает ему первую работу. Этого друга звали Хайнц Хен, и он был директором по маркетингу в музыкальном лейбле BMG. Сначала Сэм работал сортировщиком почты, а затем стал видеопродюсером на BMG Entertainment. Наверное, вы подумаете, такой карьерный рост невероятно радовал Сэма. Но будете правы лишь отчасти. Конечно, это творческая работа, которой так хотел заниматься Сэм. Он наконец-то был причастен к музыкальной индустрии. Однако в кадре были не рэперы, а слащавые мальчики, не улицы, а джакузи. И как вы поняли, это был не андеграунд, а самая настоящая попса, которую как раз-таки навязывали сверху. В общем, совсем не то, чем горел наш мальчик. И его внутреннее бунтарство протестовало против такой деятельности, но он ничего не мог с этим поделать. После того, как Сэм поступил в Лондонский университет, он открывает для себя интернет и видит то, как можно продвигать артистов через сеть. С этими мыслями он идет к боссам и начинает задалбывать их своей идеей. Его предложения берут на вооружение и раскручивают альбом Дива Энни Ленокс. Лейбл зарабатывает много денежек и создает подразделение BMG Interactive, которое специализируется не только на продвижении музыки, но и то, о чем так долго мечтал Сэм — видеоиграх. Так почему же боссы вообще решили создать это подразделение? Да просто в те годы игровая индустрия начала активно развиваться и запахла деньгами. А тут как раз таки появились лишние деньги, которые можно вложить. Но параллельно с этим игровая индустрия переживала кризис в общественном пространстве. Mortal Kombat в домашней версии вдруг начал демонстрировать кровь, и естественно это повлекло скандалы, интриги, расследования. В ответ на это представитель Sega заявил, что геймеры выросли и им нужны более жестокие игры. Это и было поколение братьев Хаузеров, которые росли на гангстерских фильмах и хип-хопе о взрослой жизни. Это поколение жаждало продолжения банкета с еще большим обилием взрослости. Сэм умолял боссов дать ему возможность разработать свою игру. Он просто ломился в двери нового подразделения, потому что видел в этом потенциал. А чего хотел Сэм, будучи молодым? Конечно же, совершить революцию в игровой индустрии. Его желания боссы удовлетворили не сразу. Лишь после окончания университета он получает должность в отделении. Собственно, само отделение работало почти как лейбл. Они присматривали за тем, что делают разработчики, забирали процент с продаж, а вот маркетингом и тиражированием занимались самостоятельно. То есть сами разработчики были свободны. И это очень нравилось одному человеку. И нет, речь не про Сэма Хаузера. Дэвид Джонс. И нет, это не имя того персонажа из фильмов про пиратов, а вполне реального человека. Он родился в 65-м и в детстве, так же как и Хаузеры, любил видеоигры, а еще черный юмор. Дэйв и его дружки-задроты знали, что компьютерная революция уже началась, потому что в его городе начали штамповать популярные британские домашние компьютеры. Школа Джонса первой ввела курс по компьютерной грамотности, и естественно он туда записался. Затем он пошел и устроился на завод компьютеров. Однако, когда пошли сокращения, ему предложили выплатить $3000. Конечно же, он согласился. Как вы думаете, что он сделал с этими деньгами? Купил себе Комсер TX 5090. Ладно, шучу. Это был компьютер Amiga 1000, что, по сути дела, одно и то же. Профессора и родные считали его повернутым психом. Оценки становились все хуже, а жизнь все больше похожа на тот самый эпизод из Южного парка. Только вместо игр у него был программный код. Но тут приходит успех. Его первая игра расходится с тиражом 15 тысяч копий. И он зарабатывает 20 тысяч фунтов. Все, дело пошло. И он решает создать свою студию с названием DMA Design. Для этого он бросает учебу и зовет в команду своих друзей-задротов. Бледные, потрепанные ботаники, которые весь день пишут программный код в двухкомнатном засранном мусорном офисе, а потом задолбанные вечером идут в бар
и играют в игры. Звучит как рай. Джонс знал, как заинтересовать игрока и постоянно твердил своим друзьям, что у них есть всего лишь 3 минуты на то, чтобы захватить их внимание. Они выпустили 2 успешные игры и заработали около 1,5 миллиона фунтов. Представьте, что чувствовал Джонс в свои 25 лет. Естественно, он купил Феррари. А затем в его офис пожаловал создатель Марио, Шигеру Миямото. Он предложил Джонсу контракт на создание 2 игр для Nintendo 64. DMA упивалась деньгами и переехала в 250-метровый офис, находящийся в зеркальном охраняемом здании. Напичкали туда техники, да так, что даже министр обороны выразил беспокойство по этому поводу. Звучит безумно, но именно таким Джонс и был. И у него была мечта создать игру с живым и дышащим городом, создать жизнь внутри машины. Постепенно один сотрудник создает городской ландшафт, другой добавляет туда динозавров, а третий меняет их на автомобили. Так и появляется Racing Chase. А офис начинает походить не на собрание разработчиков, а на компьютерный клуб, где все играют в дотку. И когда демо-версия была готова для поиска издателей, он отправляет копию BMG Interactive, где с игрой уже знакомится Сэм Хаузер. На тот момент в BMG Interactive была уже дружественная атмосфера. Сэм жил своей мечтой, хоть и получал довольно скромную плату за свою работу. А в мире началась новая эра видеоигр, потому что вышла первая PlayStation. И вот в такой обстановке Сэм запускает игру, которую ему дал Дэвид Джонс. По мнению Сэма, игре не хватало азарта. Игра была технически великолепной, но играть в нее было неинтересно. Игрок был копом и должен был гоняться за преступниками. Главный продюсер прямо и грубо заявил, что это просто тупой симулятор. Естественно, Сэм связался с Дэвидом и попросил переделать игру. И спустя много-много билдов главный герой становится плохим парнем, а не полицейским. После этого Хаузер не мог отлипнуть от игры. Он просто растворился в ней. Пока все играют во что-то пресное по типу Пакмана и Марио, ты угоняешь тачку, сбиваешь пешеходов, гоняешь на красный и зарабатываешь за это очки. Вот свобода, о которой грезил Сэм, когда играл в свою любимую игру про космических мародеров. Он знал, что теперь игру заметят и ее обязательно ждет успех. Обычно игры создают довольно системно. У всех есть свои роли и они их выполняют. Но что касается DMA и BMG Interactive, то тут все довольно разношерстно. Никто никому ничего не запрещал. Каждый мог выражать свое мнение даже не по своей области и заниматься тем, что ему под силу. Программисты вставляли кучу отсылок в свое новое творение. Джонс одобрял любые идеи, а Сэм Хаузер только поддерживал такую политику. Пофиг, говорил он, просто добавьте это в игру, мне плевать, что скажут люди. Он хотел вывести игры на новый уровень и не останавливаться ни перед чем. Но при этом он понимал, что сражается с довольно строгой индустрией, которая чувствует себя просто прекрасно в окружении сказок типа Зельды и Марио. По мнению Хаузера, проблема таких игр была в том, что игрок, столкнувшись с каким-то сложным моментом в игре, застопоривался. А уже на тот момент в Racing Chase, которая сменила название на GTA, можно было вместо миссии заниматься чем хочешь. Однако, когда ребята начали снимать трейлер игры, в 96 году вышла Лара Крофт, которая демонстрировала всю мощь PlayStation. И на ее фоне игра DMA выглядела как пережиток прошлого, но только в графическом плане. Из-за такой конкуренции глава BMG был всерьез настроен на то, чтобы закрыть проект. Но и продюсеры, и Джонс, и Сэм продолжали гнуть свою линию. Дэн Хаузер, кстати, уже к тому моменту тоже работал в BMG Interactive, и ему тоже нравилась идея игры, так как и он видел в этом перспективы. Причем перспективы литературные. Он только что окончил курсы литературы в Оксфорде и понимал, что в такой игре можно воплотить сюжеты гангстерских фильмов и книг. Наконец-то он может написать сценарий для взрослой игры. Решение сфокусироваться на сюжете было правильным. Собственно, до сих пор инди-игры привлекают игроков не графикой, а историей, которую они рассказывают, механиками и другими фишками. Такой игрой и делали GTA. Однако смута, посеянная главами BMG, проникла в среду разработчиков. Когда вдруг внутри офиса решили проголосовать, какая игра провалится, GTA возглавила список. Вот так и рождалась легенда. И чтобы избежать полного разгрома, глава BMG Interactive пригласил очень хорошего скандального журналиста, чтобы тот организовал черный пиар к выходу проекта. Все, а особенно Сэм, прекрасно понимали, что для такой игры, как GTA, не подойдет обычная рекламная кампания. Поэтому игру решили пиарить, шокируя и возмущая публику. Запретный плод сладок, а если он запретный, значит там явно есть что-то интересное, и геймеры захотят это попробовать. Раскрутка началась за полгода до релиза. Скандал за скандалом. Политики, журналисты, общественные деятели – все высказывались о том, какая GTA ужасная и аморальная. Но это лишь повышало жажду среди геймеров, и это еще аукнется Хаузером в будущем. Наступил день релиза, и как боялись разработчики, игру стали сравнивать с графическим шедевром Ларой Крофт. Дэн Хаузер был просто в ярости от таких комментариев, но чем больше отзывов становилось, тем больше было понятно, что людям было плевать на графику. Геймеры просто растворялись в игре, как и хотели Хаузеры. Они наконец-таки получили признание, о котором так долго мечтали. Они устроили бунт на корабле игровой индустрии и выиграли. Но есть одно но.
вот, наконец, мы переходим к основной теме ролика. Информация о детстве Хаузеров вам еще понадобится, поверьте. И вот шутка про то, что все идет из детства, здесь как никогда актуальна. Не успели Хаузеры порадоваться релизу и отзывам на GTA, как вдруг выяснилось, что их подразделение BMG Interactive было выставлено на продажу. Но почему? Ведь они выпустили успешную игру, о которой продолжают говорить и которую покупают. Однако отделение терпело убытки, были ошибки в менеджменте и других вопросах. А руководство, стоящее над BMG, не видело никакой перспективы в видеоиграх и решило сконцентрироваться на интернете. Глава BMG пытался убедить руководство оставить BMG Interactive, но боссы были непоколебимы. Но, возможно, они просто не хотели держать у себя под крылом вот таких вот скандальных бунтарей. Из-за такой атмосферы Сэм просто рвал волосы на голове. Они выпустили успешный продукт, а их выставили на улицу. Он как угорелый носился в поисках нового издателя, но, к сожалению, среди потенциальных покупателей не было ни одного, кто подходил бы им. Ребята же бунтари, не всякий сможет выдерживать их выходки. Но, к счастью Хаузеров, был один такой персонаж. Знакомьтесь, Райан Брент. Он так же, как и братья Хаузеры, рос в семье, где все было позволено. У него тоже крутые родители. Отец владелец крупными журналами, а мачеха супермодель. Естественно, он так же, как и Хаузеры, мечтал превзойти своих предков. Он не видел себя в журнальном мире своего отца, потому что понял, где водятся деньги. Видеоигры. Тогда гигантами индустрии были Electronic Arts и Activision. И Райан тоже решил устроить бунт. Он взял деньги своего отца и еще парочки инвесторов и основал собственную издательскую компанию. Райан, как и Дэн Хаузер, мечтал создавать игры, похожие на фильмы, причем с черным юмором, и на главные роли звать настоящих кинозвезд. Это сейчас вы в каждой второй игре видите знакомые лица, а тогда это было в новинку. Первая же игра, изданная Брентом, разошлась в 300 тысяч копий и принесла ему 2,5 миллиона прибыли. Брент доказал, что его подход работает, и на презентации принес для компании еще 6,5 миллионов. Однако Райан также понимал, что останавливаться нельзя, да и не очень-то и хотел, и решил играть по-крупному. Он начал поглощать компании дистрибьюторов по всему миру. США, Британия, Австралия и везде, куда он мог добраться и на что хватало денег. И к 1997 году выручка его компании достигла 200 миллионов долларов, 7 из которых чистая прибыль. Его компания, кстати, называлась Take-Two Interactive. Да-да. Именно такой паренек стоял у штурвала этой компании. Мозговитый бизнесмен с тягой к фильмам категории «Б». Сейчас такое вряд ли можно представить. И когда Райан Брент заключил соглашение с Sony и Nintendo, его взгляд пал на BMG Interactive. Увидев GTA, Брент понял, что нашел таких же психов, как и он. Также думал и Сэм. Он сходу набросился на Брента, рассказывая ему то, как он видит будущее игровой индустрии. И вот эти два чудика спелись. Брент заплатил больше 14 миллионов долларов и стал владельцем BMG Interactive. И главы BMG увидели огонь в его глазах, и они понимали, что встретили того, кто хочет подвинуть гигантских акул в виде EA и Activision. И вместе с новыми хозяевами Сэму была поставлена новая задача – переехать в Нью-Йорк. Для братьев Хаузеров это было просто пределом мечтаний. Сказка из юности, которая стала явью. Жить в Нью-Йорке, родине любимых групп, и заниматься работой, которая является истинной страстью. Сэм собирает всех важных товарищей со старого офиса и знакомых из других отраслей. И вот, в 98 году все они переезжают в Америку со своей прославленной игрой GTA. И в это же время они задумываются над своим названием студии. Им хотелось, чтобы новый лейбл был крутым и эпатажным и отражал скорее стиль жизни, а не технологии и игры. Важно было выразить свою индивидуальность и показать заказчикам, как они себя позиционируют. Дэн считал, что существует целый пласт людей, которые культурно подкованы и жаждут взрослого контента. Братья хотели создавать игры, которые интересны им самим, и не собирались идти дорогой, которую уже проложили другие. Цель была простая – изменить все. Ребята еще не разбогатели, но они уже чувствовали уверенность в будущем. Команда оставалась частью Take-Two, но в то же время отделялась, и им нужно было собственное имя. И Хаузеры знали, как назваться. Кем мечтали быть в юности? Рок-звездами. И сейчас как раз тот момент, чтобы ими стать. Так и появилась Rockstar Games. Компания, которая на долгие десятилетия стала эталоном видеоигр. Но эту историю вы уже знаете. Успешный успех и бла-бла-бла. После выпуска GTA на американский рынок Райан просто упивался успехом. 1,5 миллиона копий. Это было просто невероятно. И все благодаря одной игре. Естественно, на этом фоне Райан был заинтересован в том, чтобы купить авторов этой серии, DMA Design. Да, хоть BMG были издателями GTA, но они не владели правами на эту игру, потому что Дэвид Джонс оставил их себе. Естественно, Райан их купил, сделав тем самым очень удачное вложение. А DMA Design была переименована в Rockstar North, логотип которой вы всегда видели после логотипа оригинальной компании. Синенький такой. Аппетиты Take-Two только росли. После инвестиций в Rockstar и выпуска последующих игр, выручка компании подобралась к рубежу в 1
миллиард долларов. И это в 2003 году. Чтобы вы понимали, до приобретения Rockstar их доход был всего 10 миллионов долларов. И, естественно, Райан знал, куда потратить эти деньги. Продолжает скупать компании как безумец. Он купил серию игр «Цивилизация», еще парочку студий, которые делали симуляторы для НФЛ, и так еще чисто на сдачу выкупил студию 2K, создателей игр «Мафия» и «Биошок». То есть под ее крылом было очень много игр, ставших впоследствии легендарными, а сама Take-Two становилась все более и более заметной. Естественно, когда ты за 6 лет делаешь такой огромный скачок от 10 миллионов к 1 миллиарду, то тобой начинают интересоваться государственные структуры. Еще в 2001 году в комиссию по ценным бумагам США стали поступать жалобы о том, что доходы Take-Two не совпадают с данными о продажах игр. Комиссия посмотрела на эти жалобы, потерла ручками и начала разбираться. В итоге выяснилось, что компания продавала продукцию дистрибьюторам парковочной операции. И чтобы не грузить вас всей вот этой вот терминологией, поясню кратко. Вот наша компания Take-Two. Она имеет продукцию, та же GTA. Она отдает GTA сторонним дистрибьюторам, то есть, грубо говоря, магазинам. Это Take-Two отмечает у себя в отчетах как проданную продукцию, то есть доход. Однако магазины не продавали эту продукцию, а возвращали ее обратно. Вы спросите, зачем? Ведь это доход только на бумаге, а реальных денег нет. А вот для чего. Отчеты, где занесены вот эти вот фейковые продажи, демонстрируются инвесторам. Они видят, что компания растет и продает продукцию. И на это клюют новые инвесторы и дают деньги, которыми Take-Two могла уже реально распоряжаться. Как говорится, говори всем, что ты крутой, и когда-нибудь все в это поверят. И вот с такой информацией комиссия по ценным бумагам подает жалобу. И начинается долгий процесс, в ходе которого компания Take-Two обязывает выплатить штраф в размере 7,5 миллиона долларов, а также общий штраф бренду и всем руководителям в размере еще 6,5 миллионов. Это был удар еще личный для Брента. Комиссия ему запретила занимать должность директора компании и быть должностным лицом в целом. В конечном итоге, спустя 2 года, он уходит из компании по инвалидности из-за проблем со спиной. Отдельное расследование комиссии по ценным бумагам выявило еще несколько проблем с Брентом и 2 руководителями компании. Бранд получил также не совсем честным путем более 2 миллионов акций. После такого Райан Бранд был вынужден признать себя виновным в фальсификации документов, заплатил 7,3 миллиона штрафа и был вынужден подписать согласие на сотрудничество с комиссией. Иначе бы ему грозила шикарная однокомнатная вилла с решетками на окнах. Вот так и покинул свою же компанию жилистый паренек, а также духовный брат Хаузеров. С одной стороны, очень жаль, что он ушел, но вот с другой... Помимо такого удара по Take-Two пришла еще одна проблема из-за черного пиара. Помните, я говорила, что им это еще аукнется, да? Были очередные разбирательства морализаторов из-за модификации Hot Coffee. Вновь забурлила общественность, вновь заинтересовалось государство, но уже торговая комиссия. И вновь были выписаны штрафы из-за нарушения рейтинга контента. По итогу Take-Two подписала мировое соглашение на сумму более 20 миллионов долларов. Итого, считайте, за 2 года эта компания накуролесила на 160 миллионов долларов. Неплохо тогда. Естественно, после такого инвесторы засуетились, что их деньги крутятся во всем вот этом вот. И они начали обсуждать возможные варианты. Первое, о чем они подумали, это поглощение компании кем-то другим и замена руководства. Было 2 инвестора, среди которых числилась Зельник Медиа. Они владели 46% Take-Two и хотели, а главное могли, поставить Штрауса Зельника председателем совета директоров. Зельник, причем, взялся ни из ниоткуда. Он закончил школу, изучал психологию. И, как бы так сказать, человек, он, довольно скучный. Он не был похож ни на Хаузеров, ни на Брента, ни на Джонса. И до основания своей компании Зельник Медиа он был президентом и генеральным директором североамериканского подразделения BMG. Более того, он был очень рад тому, что BMG продает BMG Interactive, потому что не видел никаких перспектив в секторе видеоигр. Но почему-то после того, как он ушел из BMG, поработал в Fox, он основал компанию Зельник Медиа для инвестиций в интерактивные развлечения и медиапродукты. Возможно, он видел, как стрельнула GTA и GTA 2. И вот Rockstar снова с ним встретилась. Отраслевой аналитик заявлял, что поглощение Take-Two было бы лучшим решением. И это решение поддерживал генеральный директор Пол Эйблер, человек, который сменил Райана Брента после его отставки. Он почти договорился о продаже Electronic Arts, но было уже поздно. Акционеры согласились на то, что Зельник становится председателем совета директоров. Зельник тут же назначает новым генеральным директором партнера Зельник Медиа. Но спустя 3 года тот уходит, и директором становится сам Штраус. И по подсчетам 2015 года Зельник становится крупнейшим акционером по количеству голосов. Таким образом, компания Take-Two была поглощена этим предприимчивым бизнесменом. И это довольно печальная новость для Rockstar.
Проблема заключается в том, что когда на смену хоть и нечестному, но идеологическому человеку приходит сухой бизнесмен, то творчество начинает потихоньку растворяться. И к тому же, как вы могли понять, Штраус поглотил Take-Two чуть ли не полностью в 2007 году, то есть в тот момент, когда GTA 4 находилась на этапе шлифовки. Пока Зельник привыкал к новой роли и новому источнику дохода, он начал понимать, как можно заработать. Поднять денег на GTA 4 он не успел, но понял, как это сделать на следующей части. GTA 5. Примерно в начале 2013 года компания Take-Two начала выкупать свои акции, которые находились в обороте. Примерно 7,5 миллионов они смогли выкупить. Обосновали они это тем, что компания якобы останется прибыльной в течение следующих нескольких лет. Затем они выкупили еще 12 миллионов акций примерно за 200 миллионов долларов у Карла Икона. А людей, которых он протолкнул в состав совета директоров, уволили. И все это было для того, чтобы начать потихоньку жрать Rockstar. Сначала чисто с коммерческой стороны. После выпуска GTA 5 стоимость акций возросла на 600%. Вы просто представьте, какой чудесный поступок совершил Штраус Зельник. Выкупил акции за $1, а продал за 6. Чистые деньги на ровном месте. И вот тут начинаются серьезные проблемы. Знакомьтесь, Лесли Бензис. Один из важнейших героев нашей истории. Он сам научился программировать и еще в юности написал свою первую игру. А в 1995 году он пришел в DMA Design. Примерно в то же время, когда и началась разработка будущей GTA. Он был и продюсером Rockstar, начиная с GTA 3, и геймдизайнером, то есть принимал непосредственное участие в разработке игр. Он приводил игры в порядок и отвечал за их качество головой. Был момент, когда Сэм Хаузер во время разработки первой RDR буквально умолял Лесли помочь ему разобраться. Игра развалилась, а Лесли просто взял из всего этого хаоса, слепил конфетку. И все это продолжалось вплоть до выхода GTA 5 и GTA Online. Тогда он начал мешаться новому руководству Take-Two. Дело в том, что Лесли довольно идеологический. Хоть он и является продюсером, то есть посредником между инвесторами Take-Two и исполнителями Rockstar, он топил в первую очередь за творчество и свободу, а также понимал важность сюжета, что в свою очередь нравилось Дэну Хаузеру. Он видел, что одиночные дополнения отлично себя показали для GTA 4 и планировал делать то же самое в отношении GTA 5. Об этом говорят утечки Rockstar до 2014 года. Однако, когда под его чутким руководством вышел в релиз GTA Online, Штраус Зельник получил вкус денег от донатов. И вот тут начался конфликт. Идеология творчества Лесли не сошлась с идеологией денег Штрауса. После выхода GTA 5 Бензис ушел в отпуск на год, а когда вернулся в офис, узнал, что его пропуск не работает. Лесли был уволен. И уволен довольно грубо. Ему даже не выплачивали отчисления от GTA 5, которые были положены ему по контракту. Естественно, такой расклад его не устроил, и он подал на Take-Two в суд. Самое смешное, что когда Take-Two спрашивали, где Лесли Бензис, они отвечали, что он в отпуске и что скоро вернется. Затем говорили, что Лесли был частью семьи, и они ему благодарны за все то, что он сделал. А в итоге выяснилось, что его просто выгнали из компании. Да, понятно, что это были корпоративные правила, и они не могли сказать журналистам всю правду. Но все это выглядит очень забавно. На сюжетное дополнение было решено забить, а команда разработчиков сконцентрировалась на GTA Online, постепенно превращая ее в донатную помойку. Да настолько, что игроки буквально собственными силами воскресили онлайновый режим на старом поколении, когда по городу не летали школьники на мотоциклах с бесконечными ракетами. Чтобы вы понимали, спустя 10 лет после релиза этот сегмент дохода все еще приносит компании Take-Two $1 миллиард в год. Естественно, это все очень нравилось Штраусу Зельнику. Этому человеку, как вы поняли, в целом очень нравятся деньги. И теперь он начал жрать Rockstar не только с коммерческой стороны, но и с творческой, не встречая никакого сопротивления в лице Лесли Бензиса. Вторая RDR была на стадии разработки. Для нее также был предусмотрен онлайн-режим и отличнейший сюжет, который написал Дэн Хаузер. Перед выходом игры Штраус Зельник решил повторить свой фокус с акциями и выкупил их на сумму $308 миллионов, ожидая, что у игры будет такой же коммерческий успех, как и у GTA 5. Но его, к сожалению, не произошло. По крайней мере, так считал Штраус. К слову, GTA 5 через 5 лет после релиза разошлась на 135 миллионов копий, а RDR 2 за тот же период на 55 миллионов. Зельник, наверное, думал, что это даже не половина. Но давайте сравним. Культовый Ведьмак 3 разошелся на 65 миллионов копий. При этом породил такой хайп, что Netflix решил снимать сериал. А CD Projekt Red смогла позволить себе заняться разработкой дорогого и нашумевшего киберпанка. То есть, одна игра смогла поднять на ноги
целую студию. И сравнимый успех RDR 2 не устроил Штрауса Зельника. Ведь он считал, что GTA 5 это не феномен, это совершенно обычное явление, которое происходит регулярно. Онлайновый режим RDR 2 также коммерчески не устроил Take-Two. Они ожидали, что в нее будут также много донатить. Но, к сожалению, сам сеттинг игры не позволял создавать такой контент, ради которого люди будут бесконечно отдавать деньги. Игроки заметили, что перестали выходить дополнения и умоляли Rockstar и Take-Two не бросать игру. Но деньги есть деньги. Онлайн умер. В этот же момент Штраус Зельник решил еще больше сфокусироваться на онлайновой составляющей и забить на сюжет. Ведь зачем тратиться на крутую историю, если это не помогло заработать так же, как GTA 5? И Дэн Хаузер начинает понимать, что с такой политикой отстаивать свои интересы становится все сложнее и сложнее. Нет уже Лесли Бендиса и других важных фигур, которые все это время, все эти годы, стояли с ними бок о бок. Он хотел реализации. И с каждой новой игрой сюжет Rockstar становился все взрослее и продуманнее. Но снова политика издателя, он уже не видел для себя будущего. Спустя год после релиза второй RDR, Дэн уходит в отпуск, после чего становится ясно, что он уволился. А Take-Two все с теми же корпоративными формулировками, слово в слово заявляет прессе, что Дэн был важной частью семьи. История повторяется. Только вот в этот раз Take-Two поступили умнее и не стали доводить ситуацию до шумихи, как это было с Бендисом. А может, они и правда разошлись спокойно, но сдается мне, что это не так. За Дэном начали уходить и другие ветераны студии. Ушли главные сценаристы, технические директора, геймдизайнеры и другие важные сотрудники. И теперь Зельнику не нужно было продавливать свои решения, потому что с ним просто некому было спорить. Идеологические люди просто ушли из компании, потому что они были не готовы делать все ради денег. Да, в компании остался Сэм Хаузер, но это, считайте, капля в море. Не осталось никого из тех, с кем он основал эту компанию. Когда у руля компании нет людей, которые знают, как должна выглядеть игра, все разваливается. Это доказывает любая современная студия. Как вы помните, Сэм очень сильно полагался на Бендиса и умолял помочь его с разработкой. То, что Сэм остался, еще не означает, что все хорошо. И как вы думаете, один человек способен противостоять целой компании, жадной до денег? Естественно, начались провалы. Вышел ремастер трилогии GTA в абсолютно отвратительном состоянии. Игры чинили целый год. Разрабатывала игру, конечно же, не оригинальная компания, а подрядчики в виде дочерней студии. Но за контроль качества отвечают все те же Take-Two и Rockstar. Именно их логотип красуется на входе в игру. И именно на них лежит ответственность. А за качество всегда отвечал Лесли Бендис. И если бы он был в это время в компании, как вы думаете, он допустил бы такое? При этом самого Зельника это качество, точнее его отсутствие, совершенно не волновало. В интервью после выхода ремастера он заявил, что баг был всего один, и починили его буквально за один день. Зато очень радостно рассказывал про отличные продажи. Игроки заплатили деньги, и хорошо. А какая там была реакция и реальная ситуация, уже не важно. Естественно, была речь про ремастер первой RDR. Но в итоге решили, зачем тратиться на обновление графики, если можно выпустить и так. И ведь выпустили. Обычное переиздание игры 2010 года стало продаваться на новые консоли с тем же ценником, что и современные релизы. $50. И знаете, как эту штуку прокомментировал Штраус? Мы установили такую цену просто потому, что игроки готовы ее заплатить. И ведь правда, пока игроки готовы платить такие суммы, его политика не будет меняться. Плевать он хотел на творчество, плевать он хотел на общественное мнение. Деньги превыше всего. Человек просто ради своей выгоды разрушает авторитет и наследие студии, которая раньше была эталоном качества. Да, это поможет ему зарабатывать еще какое-то время, но вряд ли он на этом далеко уедет. И не стоит забывать, что Take-Two владеет еще и другими крупными студиями. Именно под их руководством была выпущена Mafia 3, состояние и сюжет которой были просто отвратительны. И именно под их руководством серия спортивных игр по типу NBA превратилась в донатную помойку. Я уверена, что с технической стороны GTA 6 будет просто невероятно красивой и выдроченной до каждой мелочи. Но останется ли в ней душа и атмосфера, шуточки и крутой сюжет? Про сюжет возможно. Ходят слухи, что Дэн успел его написать. Но вот как его успели подкорректировать за время его отсутствия? В ремастере GTA 5 уже убрали трансов, которые оскорбляли трансов. И самое смешное, знаете что? Когда в 2021 году Take-Two заявились на выставку E3 и от них ждали хоть какой-то новости по GTA, они развели дискуссию про инклюзивность, толерантность и что в этом мире нужно жить дружно. И мне сдается, что с таким руководством следующий GTA не будет такой же острой сатирой на реальный мир. Джейми Кинг, другой ветеран
студии Rockstar, с которым Сэм познакомился еще в первый год основания BMG Interactive, и который также покинул студию, недавно заявил, что тон следующей игры поменяется. Take-Two уже выкупили себе в студию разработчиков 5M. Наверное, вы слышали такое выражение, как GTA 5 RP. Так вот, это благодаря им. И вот такие RP-сервера пользуются огромнейшей популярностью. И вот туда же уходит много денег. Естественно, Зелник не мог игнорировать то, что прибыль на основе его продукции уходит третьим лицам, и поэтому он совершил очень умный поступок. Купил их. Вероятно, это было сделано для того, чтобы улучшить онлайновую часть следующей GTA, чтобы денег стало еще больше. И также это означает, что Take-Two будут сфокусированы не на GTA 6, а на GTA Online 2. Понимаете разницу? Будет неудивительно, если сюжетная часть новой GTA будет часов на 15 максимум, ну чисто ради галочки. Кстати, Лесли и Дэн создали собственные студии. Лесли даже поприкалывался на Take-Two и назвал свою компанию Royal Circles Games, что сокращенно RCG, а Rockstar это тоже RCG. Из-за этого Take-Two подала на Лесли в суд, после чего ему пришлось переименовывать компанию в Build и Rocket Boy. Среди сотрудников числится огромное количество бывших работников Rockstar, что еще раз подчеркивает огромнейший авторитет Лесли. Его студия делает свою GTA, и даже тизер уже есть, который выглядит довольно интересно, но, как говорится, поживем увидим. Дэн же ушел в ту отрасль, которая интересовала его больше всего – написание историй. Компания называется Absurd Ventures, а девиз гласит «Истории, филантропия, ультранасилие». И если оглянуться, то мне кажется, что именно этого он придерживался, когда работал в Rockstar. Итак, мы добрались до конца нашей истории. Бунтари из Rockstar Games стали бессильны, многие из них ушли, а GTA 6 осталась в руках Take-Two. Так что же это означает для будущего франшизы? Будет ли GTA такой же, как предыдущие игры? Я не знаю, но боюсь, что это будет не так. А если и будет, то вероятнее всего это последний такой проект. Rockstar уже не та студия, какой мы ее помним и какой мы ее любили. Сэм снова столкнулся с тем, что издатель им не подходит, прямо как при продаже BMG Interactive. Только теперь он не может продаться и не может уйти к тому, кто будет считаться с протестом в их компании. Rockstar стала частью корпорации, которая думает только о деньгах. И это не может не сказаться на том, какие игры они будут делать. Какая бы хорошая студия ни была, какую бы крутую идею они не хотели бы воплотить, все может испортить любой некомпетентный издатель. В любом случае, выход следующей GTA будет ознаменовывать начало новой эпохи видеоигр. Будет ли она хорошей или плохой, мы узнаем позже.